первые слоги, которые мы сегодня начнем практиковать, это открытие чакр с накоплением энергии в этих чакрах. Почему мы это должны делать? Мы это должны сделать, потому что бессмысленно заниматься развитием канала ясновидения, как это мы вчера практиковали, потому что после этого происходит быстрое истощение психической деятельности, и после этого мгновенно появляются депрессивные эпизоды. Заметили? Такие депрессивные эпизоды, если или кому нужно такое ясновидение, после которого сразу же появляются нервные вот такие состояния. Правильно? Поэтому если вы будете в дальнейшем накапливать энергию, то не забывайте ее тратить на то, чтобы развивать у себя состояние ясновидения. Сегодня мы посвятим наше занятие целиком накоплению энергии. Итак, мы начнем с построенной мандалы нашей, которая называется Шри Рам Янтра. Что мы делаем? Мы ставим ладони вот так, и на вдохе произносим Шрим, а на выдохе Рам, представляя, будто мы дотрагиваемся к пространству ручками. Что это принесет вам дома? Если вы поставите Шри Рам Янтру, я вам показал, как это делается в виде двух скрещенных треугольников, и начнете вот так ручками делать, как я вам покажу, это принесет любовь, уважение, почет, благородство в обществе, увеличение материального благополучия, везения и здоровья. Вот смотрите, как много всего, да? Итак, ставим вот так ладони. Вообще, эта практика взята из какой ступени? Кто помнит? Второй? Пятой? Ого, ничего себе. Ну, вместе со мной. И давайте скажем слова. Итак, у нас нижняя часть Шри Рам Янтры – это привлечение любимого человека. И мы сейчас поколдуем, поставим вот так вот ручки и скажем: скоро у меня будет мой любимый мужчина или моя любимая персональная женщина вместе со мной. Скоро будет моя любимая персональная женщина. И делаем. Так она есть уже, что ты там руки поднимаешь. А можно еще так. Пусть мой меня любит и обожает, как никогда в жизни. И пусть реализует со мной все свои сексуальные желания. То все стесняется до сих пор. Ой, Боже. Итак, что-то вы не туда задумались. Итак, переходим к другому психизму. Скоро у меня появится огромное количество моего персонального заработанного материального благополучия. Я не знаю, как это сказать. Скоро у меня будет материальное благополучие. На вдохе. Медленнее. Вы видели когда-нибудь, как колдуют колдуны? Давайте я вам покажу. Это делается так. Мутабор. Понятно? А вы дети. Не рама. Мутабор. Понятно, да? И таким образом, и при этом должны ехидно засмеяться, где-то так сказать. Понятно, вот это правильно, а то вы... Вы что, видели таких колдунов? Я тебя презираю, я тебе сделаю так, чтобы тебя покрутили. Сейчас. Делайте так. Понятно, а то вы очень добрые. Скоро, и каждый говорит про себя: я буду очень богатой женщиной или очень богатым мужчиной. Вместе со мной. Мы улыбаемся, серьезно к жизни нужно относиться. Вместе со мной. Глаза расширили. Аж пошло что-то. А то. Давайте еще раз. Скоро я буду очень богатой женщиной или мужчиной. Аж энергия пошла, заметили? Не надо только, пусть моя свекруха сдохнет, собака. Освободит мою квартиру.
Пусть она страдает предварительно пару лет от геморроя. Отдыхаем. Сейчас ей, между прочим, там нехорошо. Магия. Обретение магических сил. Си на вдохе и си на выдохе. Давайте сделаем так, как будто мы взбодрились. И делаем так. Надо сделать так. Я мужик. Я мужик. На вдохе си, на выдохе си. Ура! Итак, продолжаем. Продолжаем. На вдохе си, на выдохе си. Отдыхаем. Никогда не стоит вспоминать усопших людей. Воспоминание усопших людей даже для памяти приводит человека к встрече с миром мертвых. А это нехорошо. У меня была знакомая такая, которая возила портрет мужа в автомобиле. Там Николай Победоносец, там Чудотворец, я не знаю, как их там звали. И рядом была фотография давно покойного мужа. Во-первых, никак замуж не могла выйти, а во-вторых, все время говорила всем, что он ее охраняет, он ее охраняет. После этого так разбилась на машине, это нужно было видеть, места живого не нашли. После этого взяла фотографию в другую машину и снова разбилась через несколько дней. Почему делать? Усопли, значит усопли. На вдохе произносим дар целителя, на вдохе ци, на выдохе там. И вместе со мной. Отдыхаем. Очень хороший вопрос. Накопление психической энергии – это когда у человека возникает такая энергия, которая возникает от того, что он испытывает части удовольствия. Я предполагаю, что она находится в нижних двух элементах нашего сознания.
На 6-й ступени я рассказываю, что сознание – это призма, которую мы видим с закрытыми глазами. Ее можно увидеть. И вот в первом отделении призмы, во втором отделении накапливается психическая энергия. А в верхних частях призмы накапливается духовная, а духовная возникает от того, что человек живет с надеждой, и она совершенно другая. Это то, о чем я рассказываю на 5-6 ступени, это обретение внутренней духовности как бы через элемент принятия. То есть это абсолютно разные энергии, ты представляешь? Как ни странно, они имеют разное воздействие. Духовная энергия необходима человеку, ну, она целиком гармонизирует всю судьбу. А психическая энергия, она необходима скорее для обрядов, для какой-то вот силы, для элементов влияния, прям вот чтобы повлиять на что-то. С духовной энергией невозможно что-то сделать, вот так наколдовать невозможно. Для этого необходима психическая, понимаете? Они разные. Есть еще колдовская сила, и там сила жрецов. А это что такое? Ну вот есть, допустим, человек, который прошел семинар, который называется «Порчи глазы», и начал видеть этих духов, которые в зеркалах там проявляются. Ну, вы представляете, сначала первый год мы работаем, нам там кажется, мы вытряхиваем и так далее. А потом снова смотрим, они снова появляются. А когда проводим обряды, они не подчиняются. То есть они дули, крутят эти духи, знаете, там бегают по квартире, там, ну, ничего не происходит. Почему? Они вам не подчиняются. Почему? У вас не хватает вот этой энергии, которая называется обретение жреческой энергии или обретение энергии, которая может управлять этими духами. Я отдельно в этом году собираюсь провести специальный семинар, где я буду готовить тех людей. Это специальные обряды, которые проводятся для подчинения вот этих всех видов и классов вот этих духов, которые есть. Там специальные такие обряды, представляешь себя, будто ты сидишь на троне, в правой руке держишь чашу, говоришь на себя там определенное имя. После этого представляешь, будто с левой и с правой стороны находятся духи, они тебе подчиняются, ты там произносишь определенные слова. Помнишь, я когда-то это читал тебе, да? То есть это у меня целый уже... Он у меня давно написан, я бы его давно хотел провести людям. Чтобы вы понимали, этому семинару уже года 2, его просто никак не знаю, как его провести, потому что я все время сомневаюсь, что он кому-то нужен будет, понимаете. Но видите, кому-то нужен, а кому-то не нужен. Ну и плавно возникли как школа, нечаянно. А теперь плавно переходим в разряд могущественной школы, понимаете. Почему? Нам подчиняются духи, потому что мы обретаем ту силу, о которой писались в древних книгах, но почему-то никто не знает, как ее можно приобрести. А оно начинается с того, что тебе подчиняются эти классы и духи. Поняли? Ну что, продолжим. Итак, скажите, теперь ответил на вопрос, да? Обретение духовной энергии. Духовная энергия – это... Я ответил, что это такое. Итак, это как бы восприятие себя и вырабатывание у себя силы принимать то, что дает тебе судьба. Здесь, когда мы принимаем, возможно, мы можем и не испытывать радость и удовольствие. Просто принимаем и все. Обретение духовной энергии. На вдохе рам, на выдохе ри-рам вместе со мной. Отдыхаем.